Этот звонок застал меня неожиданно. В течение недели пес скулил и плакал под плитой, но ему никто не помогал. «Вы организовываете похороны животных?» – спросил у меня голос в трубке. Примерно неделю назад я услышала, что под плитой кто-то воет. Оказалось, это лежит пес и не может выбраться. Просила помощи у соседей, некоторые слышали вой пса, но никто не решился подойти. Отозвался только один человек, но в итоге потом отказался выполнять обещание. Сегодня он набрал меня и сказал, что забыл про собаку. Если можете, то помогите, пожалуйста. Я пыталась рассказать женщине, что мы не занимаемся подобными вещами, но объяснять ей было бесполезно. Месяц назад я осталась в одиночестве. Мой любимый Бобби покинул этот мир навсегда. Его глаза и голос в последние минуты жизни я не смогу забыть никогда. У меня не хватило сил подойти к тому псу. Не зная, чего ждать и на что надеяться, я отправила парней к местонахождению собаки. Они вооружились лопатами и пошли. Спасать собаку отправился Виктор, наш работник, с моим сыном. Через полчаса они позвонили. Очень боялась брать трубку. Страшно было услышать, что они не успели. Я никогда не привыкну к тому, чтобы провожать животных в последний путь. Неважно, это породистый пес или обычная дворняга. Для меня они все маленькие и беззащитные. Мамуль, он оказался под плитой из бетона. Он старенький, худенький и держится из последних сил. Он жив, с ним все в порядке, но достать мы его не можем. Эти слова меня одновременно напугали и обнадежили. Только бы успеть спасти беднягу. Я обзвонил нескольких человек, но никто не захотел помочь. Поэтому я взял за руку свою дочь и пошел вместе с ней. Моя доченька, моя правая рука и лучший помощник. Собака лежала под плитой. Трудно определить, сколько времени там провел пес. Однако он не отчаивался и непрерывно звал на помощь. Даже на исходе сил он продолжал подавать голос. Пока мы были в пути, парни почистили все препятствия, которые мешали собаке выбраться из-под плиты. Пес был настолько обессилен, что у него даже не было сил подняться. Он не вставал, а когда к нему приближались, пытался укусить своими маленькими зубками. Мы провели около него полчаса, за это время пес нам не доверился. Мы сработали слаженно и четко. Анечка замотала псу мордашку, а парни взяли его на руки и унесли в авто. Я понимала, что полностью ответственна за жизнь этого пса. Пусть он проживет недолго, но без страданий и боли. Это уже значит, что мы спасли его не напрасно. Мы поселили песика в маленький вольер. Когда он увидел будку, то сразу пошел к ней. Это означает, что раньше пес был домашним питомцем. Не описать словами, как ел пес. Он кушал так, словно в последний раз. После приема пищи он лаял, сразу же начиная просить добавку.